«Кто это?» — спросила Марта, указывая на собаку. Мистер Дэвис, пожилой фермер с усталыми глазами, только пожал плечами. «Бесполезный пес, лапу сломал, ни на что теперь не годен. Хотите, забирайте за $5, а то я его все равно пристрелю». У Марты сжалось сердце. Она посмотрела на своего дедушку. Ее глаза наполнились мольбой. Затем, не говоря ни слова, она сунула руку в карман своей поношенной куртки и вытащила $5 помятых. Все свои сбережения, которые копила месяцы, помогая бабушке собирать яблоки, подметать веранду и полоть грядки. Ее рука дрожала, когда она протягивала деньги. Мистер Дэвис хмыкнул, выхватил купюры и буркнул: «Теперь он твоя головная боль». Но для Марты этот пес не был обузой. Он был надеждой. Дедушка, глядя на ее решительное лицо, вздохнул. «Милая, ты уверена? Он выглядит больным. Может, не выживет?» Марта кивнула. Подбородок ее задрожал, но голос был твердым. «Ему кто-то нужен, дедушка, и я думаю, он выбрал меня». Они осторожно отвязали собаку, стараясь не спугнуть. Пес не сопротивлялся. Он медленно поднялся, пошатываясь, и, несмотря на слабость, пошел за ней, будто понимал, это его шанс на новую жизнь. Между ними сразу возникла невидимая связь. Не словами, а чем-то глубже. Когда они вернулись на ферму, Марта сразу принялась за дело. Она устроила псу теплую лежанку в углу амбара, принеся старое одеяло и подушку. Поставила миску с водой и отдала половину своего бутерброда с ветчиной. «Теперь ты дома, Макс», — прошептала она, гладя его спутанную шерсть. Имя пришло само. Макс чуть приподнял голову, словно соглашаясь. Первые дни были тяжелыми. Макс почти не ел. Его хромота оказалась хуже, чем она думала. Он вздрагивал от каждого громкого звука. Не лаял, не рычал, просто смотрел на мир усталыми глазами, полными боли. Марта проводила с ним все свободное время. Сидела рядом на соломе, читала ему вслух свои любимые книги, делилась конфетами и даже пела колыбельные. Бабушка и дедушка наблюдали за ней с тревогой. Они беспокоились, что пес не выживет, но не хотели разбивать сердце девочки. Она еще слишком мала, чтобы понять, как трудно спасать того, кто сломлен, прошептала бабушка. Но Марта не сдавалась. Каждое утро она вбегала в амбар с криком «Доброе утро, дружок!». А вечером укрывала Макса одеялом, как младшего брата, и желала сладких снов. Медленно, почти незаметно начались перемены. Однажды вечером, когда Марта напевала песенку, Макс вдруг лизнул девочку. Это было почти незаметно, но для нее как солнечный луч сквозь тучи. Она замерла, боясь спугнуть момент, и прошептала: «Ты мне доверяешь?» И пес словно сказал «да». Через пару недель Макс начал есть больше. Его шерсть, которую Марта терпеливо вычесывала, стала мягче и чище. Он все еще хромал, но уже мог медленно ходить за ней по двору. Однажды вечером в доме включили телевизор. Шел документальный фильм о войне. Когда зазвучали команды и шаг марширующих сапог, Макс, лежавший у ног Марты, резко напрягся. Его уши поднялись, взгляд стал острым. «Макс, что случилось?» — спросила Марта. Но пес не реагировал, пока звук не стих. На следующий день, когда она уронила ведро с зерном, раздался резкий грохот. Макс молниеносно встал между ней и шумом в защитной позе. Марта весело рассмеялась, но дедушка, стоявший на веранде, нахмурился. «Этот пес непростой, Марта. Его обучали не для игр». Девочка задумалась. «Может, он забыл, кем был, пока не встретил меня?» Дедушка кивнул. Но в его взгляде появилось уважение. Через месяц после появления Макса в их жизни Марта играла в поле за фермой, бегая за бабочками.
Макс ковылял следом, несмотря на свою хромоту. Вдруг из кустов выскочил дикий кабан, огромный, с пенящимися клыками, и понесся прямо на нее. Марта застыла. Сердце грохотало в ушах. Но Макс не медлил. С невероятной скоростью он метнулся вперед, встав между ней и зверем. Его лай был оглушающим, рычание — угрожающим. Он кружил вокруг кабана, уклоняясь от атак, отпугивал его с такой отвагой, что в конце концов зверь отступил и скрылся в лесу. Когда все закончилось, Макс вернулся к Марте, тяжело дыша. Он лизнул ее руку, словно говоря: «Все хорошо». «Ты спас меня, Макс», — прошептала она, обняв его. Ее слезы падали на его шерсть. На следующее утро дедушка настоял: нужно ехать к ветеринару, понять, кто он на самом деле. Они поехали в город, в скромную ветеринарную клинику между булочной и магазином инструментов. Доктор Холт, ветеринар с добрыми глазами, внимательно осмотрел Макса и вдруг остановился. «Тут что-то есть», — сказал он, нащупав под шерстью металлический предмет. Это оказался микрочип. Слегка поврежденный, но рабочий. Он провел сканером, и его лицо изменилось. «Боже мой!» — прошептал он. «Этого пса зовут Капрал Грей. Он был частью военного кинологического отряда, считался погибшим 2 года назад во время взрыва при транспортировке». Марта ахнула. Она опустилась перед Максом. Теперь она знала его имя. «Ты был героем», — прошептала она. Макс лизнул ее щеку, словно говоря: «А теперь я твой друг». Их история разлетелась по городу. Люди приходили на ферму, чтобы увидеть пса, который вернулся с того света. Однажды приехал отставной военный, с сединой на висках и медалями на груди. Он проехал сотни километров, чтобы пожать руку Марте. «Я служил с такими, как он. Они спасали нас, ничего не прося взамен. А ты, девочка, подарила герою второй шанс». Он отдал честь Максу и передал Марте значок в форме собачьей лапы. «Это тебе, хранительница героев». Марта, вдохновленная, начала вести дневник о дружбе, верности и храбрости. Учительница предложила ей выступить на школьном мероприятии. И вот перед толпой, держа Макса за ошейник, сделанный из старого ремня дедушки, Марта сказала: «Я не знала, кто он, когда отдала те $5. Я просто увидела, что он одинок. Как иногда одиноко бываю я. Говорят, я спасла его. Но на самом деле это он спас меня. Он показал, что даже если ты ранен, ты можешь быть сильным». Марта обняла Макса, прошептав: «Ты мой лучший друг». Макс слегка вильнул хвостом. Толпа молчала. Многие вытирали слезы. С тех пор Марта и Макс стали больше, чем девочка и ее пес. Они стали символом надежды, доказательством того, что даже за $5 можно купить чудо. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.